Ну что, друзья, по многочисленным просьбам мы смотрим фильм «Опыт Креста 2» под мои комментарии. А ваши комментарии и лайки я жду под этим видео. Итак, если кто не смотрел под мое обсуждение, есть первая часть, она называется, естественно, «Опыт Креста 1». Короче, там про зону малолетку. Вот. И вот там один из такой главный герой, насколько я понял, речь пойдет во второй части больше о нем. Ну, так как мне писали об этом мои подписчики. Короче, давайте не будем долго разглагольствовать, посмотрим фильм. Опять решетки какие-то. Что это? Зона? Вот он, вот он. О, постарел. Постарел малый. Вот этот момент, кстати, знаете, вот художественный, да, где он сидит и вот весь в наколках, все пальцы в наколках у него, типа такой деловой. Вот. Это специально сделано, потому что вторая рука, насколько я у него помню, не забита. Может, конечно, во второй части она уже забита у него. Но эффектность, так сказать, телевизионщики показывают эффектность, чтобы зацепить в кадре. Чтобы раз ты такой щелкаешь телек, бам, фига, какой-то сычара курит сидит. Да? Я тоже иногда этим пользуюсь своими татуировками, когда сижу, например, в чат-рулетке, люблю их выписать, чтобы обратить на себя внимание. Как видите, это достаточно частый прием. Давай, старый, что ты нам, как? Что ты, с бодуна, что ли, какого? Ты где вообще, в тюрьме, на воле? Дождь. Дождь, коршун. Слушай, ну если это зона, то очень кучеряво живешь, тебе хочу сказать. Ну, нормально. В очках ходишь или что? Ну что со мной встала? Жив, здоров. Просто ограничен в своих передвижениях. Сидит все-таки он, да? То есть это второй или какой срок у него? А так я все то же, что и 5 лет назад. Да, конечно. Ты себя Такой. видел? А, ты уже на строгом, товарищ, ничего себе. Вообще говоря, Чтобы вы понимали, я как бы, когда сидел на малолетке, я попал на общий, потом еще раз сел опять на общий. Только третьим и четвертым сроком я оказался вот уже на строгом режиме. Ну, не просто так он там оказался. после первого раза как нырнул в систему, второй раз уже как-то и незаметно ныряется вообще. Есть такое дело, А согласен. мое Как мнение, домой. что, видишь, к людям, которые были в зоне, относятся уже совсем по-другому. Для многих это уже не люди, понимаешь? Если он сидел, то он уже не человек. Раньше было, да, такое отношение. Сейчас есть такое тоже, есть такие моменты, когда люди с осторожностью достаточно относятся к сидельцам. Но вообще вот я, да, помню, когда я особенно первый раз освободился, и, как вам сказать, сейчас большинство сидит за наркотики, да? То есть я когда говорю, что я отбывал наказание, когда-либо сидел, мне первый вопрос говорят, 228, типа, ну, по этой сидел. Я говорю, нет. Потому что сейчас, как бы, ну, уже люди привыкли, что даже кого-то из известных людей закрывают, типа, по наркоте. Типа, ну, если сидел, если молодой, значит, по этой канители. Но это сейчас. А раньше, как бы, в основном, если молодежь там кого-то закрывали, то это убийство, еще что-то там, разбой, короче, такая фигня. Это сейчас люди, как бы, эм, блин, не знаю, короче, привыкли к тому, что в основном молодежь закрывают, короче, за вот ширку, да, употребление, хранение, там, не знаю, что еще, сбыт. Вот. И как бы более-менее лояльно к этому относятся, потому что молодежь сейчас такая. Вот песни, фильмы тоже, где присутствуют все эти запрещенные вещества. Вот, как бы, ну ладно, что там, отсидел там за то, что барыжил, да и хрен с ним. Раньше было не так. Раньше по малолетке кто садился, это уже были реально опасные дети, это полноценные преступники были, которые по выходу из колонии, если ты сидел на малолетке, тем более, короче, то есть, ну, да, это внушало действительно страх. То есть он способен. То, Да, все. согласен.
Ну и не без помощи извне вталкиваешься, влазишь. Где-то тебя засовывают, где-то создают условия, чтобы ты сам залез. Куда? Так что сюда попасть второй раз гораздо проще, чем первый раз. Да не то, что проще, тут я не соглашусь. Просто после того, как ты отсидел, допустим, вот я, например, говорил себе, после того, как я отсидел в тюрьме первый раз, я просто перестал ее бояться, вот и все. И так как мне нечего было терять, и я на криминальном пути стоял достаточно твердо, и не собирался с него сворачивать, то есть, ну да, естественно, для меня было как бы нормально оказаться в местах не столь отдаленных. Но вот с такой гумозной рожей, как он, вот так вот сидеть и умничать, и говорить, что мне там создали условия, я не смог. Нет, ребят, нет, я никогда не ныл, не жаловался. Я знал, что то, что я там оказался, это полностью и целиком моя вина. Вот и все. Я никогда никого не винил, кроме себя, и не виню ни в чем. Я бы очень обрадовался, если бы он не сидел. В принципе, если бы нашел этого человека. Это хреново, кстати, ребят, когда вот такие люди, понимаете, они, которые винят всех вокруг, кроме себя, то есть они таят обиду на всех и в каждом человеке видят там вот какую-то, ну вот свою обиду, которую они могут там, знаете, как-то вот с ней поквитаться. Вы все виноваты кругом. Я не виноват, меня заставили, мне создали условия. Вот когда такое мышление у человека, это пиздец как плохо, ребят. Это очень плохо. Потому что он считает себя жертвой. Я себя жертвой никогда не считал и не считаю. Какая я жертва нахрен? Я что, блядь, терпила какой-то? Ну кто, как? Я мужик. Я мужчина. Какая жертва? Зачем мне кого-то винить, обвинять, если я сам вершу свою судьбу? И как бы все, за счет этого я никогда ни на ком не отыгрывался. Ни на свободе, ни в тюрьме. Вот верьте, хотите, нет. Для меня это просто вот, ну, род занятий был зарабатывание денег, потому что я больше ни хрена не умел. Я вырос в таких условиях, чтобы вот, ну, я встал на эту дорожку. Но я никогда никого ни в чем не винил, ни общества, ни соседей, ни участкового, ни одноклассников, ни просто левых людей, которых я вижу первый раз в своих бедах. Никогда. Вот это очень плохое и опасное мышление. Да, и он оказался И большинство зэков вот так в мыслят. Ну, в реальном быту в своем. Потому что у меня была все-таки надежда, что с этим человеком можно бы сделать было бы интересную какую-то картину. Потому что у него очень мощные коммуникации, очень мощные возможности. Да какие коммуникации? Знакомства среди вот этих подростков уличных. У него просто метелка подвешена и все. Общий язык, и поэтому с ним можно было спокойно сделать, например. Ты для него лох просто. И все. Он тебя за мобилу какую-нибудь придушит в подворотне. У тебя как это называется? Стокгольмский синдром, дружище. Иди немножко умойся, гриву свою расчеши. Какую-нибудь картину. Холодной водичкой. Подростковой этой субкультуре. На любую тему. И притом нестандартно. Я хотел чайник давайте вот это ему, да? А этот взять хочешь? Да. Если просто надо будет, да, я потом... конечно, возьми тебе греть там туда-сюда. Да, просто вам, если надо будет горячего, потом скажете. Ага. Товарищи. Это какая-то кухня в отряде, походу, там. Знаешь, это раз удивительно. Ну, считай, что с 89-го года я на свободе пробыл всего 3 года. В общей сложности. С 89-го года. Вот. Сколько лет уже то есть, в системе? 12. О, нормально. 12. Это сколько ему лет? Не пойму. Вот я 12 просидел. Мне сейчас 34, через 2 месяца будет 35. Вот посмотрите, мне кажется, я лучше выгляжу его, чем он в этом фильме. А все вот в чем, ребята, дело. Вот в чем дело. Мышление, твоя голова. Потому что вот то, что я говорил сейчас до этого, это влияет на даже внешность человека. То есть ты то, что ты ешь, и в том числе это касается не именно еды в плане там кушания, а в плане твоих мыслей. Как ты думаешь, как ты живешь, так ты и выглядишь. Освободился, в общем-то, с лагеря, знаешь, 3 месяца выкарабкивался из такого депрессивного состояния. Когда приехал, Давай узнал, что пожалеем умерла его. старшая сестра.
Понимаешь? Умерла плохо. А для меня она была, знаешь, таким человеком. Во-первых, она очень сильно была похожа на маму. Вот. Во-вторых, я всегда с ней ладил. Вот. Она нянчила меня, воспитывала все-таки как-то. А что с ней случилось-то? Следом за ней на Старый Новый год умерла мама. В общем-то, знаешь, Жесть. думал, все, Амба, не выберусь. Даже, знаешь, приходили... Слушай, я забегая вперед, скажу, что, скорее всего, ты и не выбрался. Я не знаю, жив ты или нет, что там с тобой случилось. Кто-то писал в комментарии, что там этого бугра убили, потом на свободе. Но единственное, что может вот людей, вот таких зэков, да, вот, как и я в том числе, бывший зэк, единственное, что может нас заставить измениться, как-то поменять свои взгляды, ценности, это то, что дорого. Для меня это, например, там дети мои. У меня, если кто не знает, 2 дочери. Ну и близкие родственники, там мама и так далее, в общем. Но если как бы такая хрень, ты всю жизнь по тюрьмам, ты весь, короче, синий, как изолента, и у тебя в мыслях, что как бы жизнь дерьмо, и все тебя постоянно не принимают, и ты не найдешь себя в этой жизни на свободе и так далее. То есть, ну, по освобождению тебе никакой поддержки не будет, это раз, моральная. Во-вторых, пока ты сидишь, тебе тоже не будет поддержки такой, что типа, блин, меня же дома ждут, может быть, там туда-сюда, там пора одуматься. У тебя даже не будет никакой мотивации, пока ты сидишь. мысли такие, что взять, прыгнуть с моста. С А какого? потом все-таки, знаешь, встретил человека, девушку. Вот. В общем-то, она меня, в принципе, и вытащила из того оцепенения, в котором Куда? я 3 месяца был. 3 месяца там с днями. Вот. Где ты ее нашел-то? В передаче «Жди меня». Что это такое? Звук пропал. Ничего не слышно. Так, Он хотел себя. Да. это кто? Сказал бабушке, да, бабушка, оставляю на твои руки. Она спит. Папка может увидеть ее, Это кто, девчонка, что ли? дочь свою. Блин, какая реклама нафига нужна? С ребенком, понимаешь? Что если секрет того, как сохранить обожание, преданность и страсть со стороны вашей женщины? Такой белое-белое личико у девочки, знаешь? И такие выразительные глаза. Реклама это вонючая. Живые глаза. Так, Видишь, живые видишь, глаза. это, знаешь, вот думаешь постоянно. Ну, это, походу, думаешь, показали. Действительно, постоянно думаешь. Вот ее девчонку, его Переживаю все это. Ну, и лагерь здесь, видишь, тоже. ребенок. Но вот этот момент, конечно, да, как я и сказал, если у него есть девушка на свободе, тем более ребенок, это могло бы и, возможно, его спасет. Показать, что ты переживаешь, то есть показать, что ты слабый, понимаешь? То есть даст слабинку. Этого делать нельзя. Есть просто. такое дело. Внутри себя все это переживаешь, думаешь, а как, а Вот так, здесь как вот помочь? абсолютная правда, вот что бы ни случилось, даже у тебя, если мать умерла, там и отец, или неважно, жена, я видел, умирала, но там нельзя, вот в тюрьме нельзя плакать, нельзя. Такое место, да, там нельзя. Типа западло, да, считается, представляете? То есть, ну не знаю, ну ночью ты можешь лечь там, как-то оплакать там свою мать, или там, не дай бог, кто там умер из близких. Но на людях ты не можешь там ходить в отряде в трауре, ходить там плакать, какую-то депрессию впадать, нет. Такой фигни там нет, не приветствуется. Что сделать, понимаешь? Там? Потому что я себя чувствую виноватым. Знаешь, Естественно. перед ней, понимаешь? Получается так, что я ее обманул. Понимаешь? Обманул ее надежды.
абсолютно согласен. У меня тоже такое было. Деревня. Какие-то горы. Что это такое? А, Курган же, он же Курганская область это. Семью искал. 2 дня всего прошло, как мы его узнали. Он пришел ко мне и говорит: мама, я, говорит, искал семью, и я ее нашел. Я впервые, говорит, понял, что такое семья. Понял, но что-то не до конца, да, понял. Ну, я тоже, когда, знаете, завел себе семью, я потом еще 2 срока просидел. Я думал, что меня, типа, семья будет тормозить, я остепенюсь, но нет. Нет, еще раз нет. Некоторым это помогает, но не в моем случае. В моем случае это надо было реально осмыслить и действительно самому там над собой провести работу. Есть такая, короче, фраза где-то: никогда, если ты не состоялся сам, никогда не заводи детей. Иначе будет в этом мире 2 недочеловека. Слышали такую поговорку или, не знаю, присказку где-то? То есть ты сначала должен сам стать кем-то, то есть все уже целиком стать полноценным человеком, а потом уже заводить детей. А когда ты сам еще там толком и не вырос, и не обеспечен, и в голове у тебя не пойми что, кого ты можешь родить и воспитать. У них полногорницы, я смотрю, там братьев, детей. Это сейчас детей, короче, некоторые вообще не заводят, другие максимум 1 заводят. В редких случаях увидишь, что 2 детей. Ну, а раньше-то минимум 2 было, кажется мне, 2, 3, 4, и пофигу, что работы нет, жрать нечего, в стране там голодали. Не, везде по 4, по 5 детей, везде было так. Минимум 2 было всегда в семье. Сейчас 1 не у каждого есть. Душа. Не хотят заводить. Но раньше интернет не было. Охота хоть на час вернуться на свободу. Посидеть на берегу реки, посмотреть на воду. Да, сгонять в красно-белое, взять пузырь, 5 озер и подумать, посидеть, подумать. Подумать о жизни. И кого-нибудь Просто подумать. тук сзади. Так, это кто еще? Что-то выпуск такой получился. Один я говорю, короче. Так, вот какая-то шпана лихая. Группа лиц по предварительному сговору. Какой-нибудь разбой, грабеж или убийство. 2 часть. Отягчающие обстоятельства, все дела. Полный капздец. Не расстраивай, мама, ты меня у каменной стены. Меня не жди. Вот эти вот, знаете, я вот просто смотрю на все это скептически, вот честно вам скажу. Это все для остроты момента. На самом деле, если вы узнаете, что эти люди сделали, да, и вот лично у меня нет никакой жалости к этим людям сейчас. Мне жалость только к их родителям. Я сам был такой. Я видел на малолетке эти крокодили слезы всех. И драматизировать сейчас в этом моменте абсолютно нечего. Что детки в клетке сидят. Давайте послушаем, что они сделали. А где остальные-то? Что там? Одна мать, что ли, у всех? Четверо. Вон, улыбаются, сидят. При назначении наказания прошу суд Авторитеты учесть, что убийство было будущего. направлено на воспрепятствование
в осуществлении потерпевшей служебной деятельности и было Убийство. осуществлено в момент исполнения своих служебных обязанностей. Мента убили. Потерпевший, младший лейтенант внутренней службы Сабырбеков Айдарбек Кабылбекович, еще совсем молодой человек, который незадолго до случившегося начал служить, исключительно положительно характеризовался по месту работы. Сабырбеков... Молодого пацана мента убили вот вчетвером. Жалко их? Вам их жалко? Айдарбек имел семью двоих малолетних Даже если он не мент был, какая хрен разница? детей, был единственным кормильцем в семье. Сейчас, конечно же, Еще и было, еще и дети у него были. его родители, дети и супруга остались без такой поддержки и помощи. Со стороны родственников он также характеризовался. И зачем? Непонятно они его убили. За что? Так, ну вот это, наверное, промотай немножко. Что это такое? Это отец погибшего 100%. Я раньше снимал, 6 лет назад. Когда вот снимал, да, вот как раз событие произошло. Мгм. Убили человека, врача, коллегу моего. Врача? Убили жестоко. Стоматологическими инструментами. Тоже вот нелепость абсолютно. Вот вы можете меня осуждать как хотите, да, я делал жесткие вещи, разные преступления совершал, да, я применял насилие в том числе. Но вот для меня человеческая жизнь, отнять у человека жизнь, для меня это всегда был табу, это всегда был запрет. Я считал, что никаких денег это не стоит, и помимо этого это еще и грех большой на душу, и вообще человеческая жизнь, она, я считаю, бесценна. Здесь же мы видим то, что, знаете, сколько я в зоне насмотрелся, когда людей просто за слово какое-то убивали, за то, что там стакан кому-то меньше налили, или просто так, кто-то кого-то послал. 4 подростка. За что непонятно, мотивация абсолютно непонятная. И суд так и не выяснил, что за мотивация. Может, кстати, случайно, но Только вряд ли. догадываться. Вряд ли случайно можно убить какими-то предметами. Такого никогда не было. Вообще, в принципе, вот это казуистика, что в колониях убивали медицинских работников, потому что среди самих В заключенных колонии? человек под крестом, так они называются, врачи, они как бы неприкасаемые. И даже если когда проходит бунт, Да ладно. когда идут погромы, там друг друга режут, там убивают, то медицинскую часть не трогают никогда. Ой, не надо, пожалуйста, блин. Чё ты заливаешь? Сидишь. Умник. На Пскове вот Идрица, строгий режим. Там 2 дебила захватили санчасть. И эту, как ее, медсестр, не знаю, чпокнули их, не чпокнули. Медсанчасть захватили. Их там постреляли, не убили, короче, там поранили всех. Всем все похрену, какие... Где вы все хотите какую-то найти там благородство, запрет какой-то? Какие там понятия, какие Робин Гуды, вы все там... Ты сам себе это рассказываешь. Ты вот сидишь, да, там вроде как запрещено, врачей трогать нельзя, но вот моего друга убили. Вот здесь вот такая какая-то нелепая ситуация абсолютно. Угу. Вообще в колонии очень много таких непонятных вещей, на которые нет ответа. Да, согласен. Это да, есть такое. И лучше их не искать, эти ответы, потому что ты их не найдешь. Так, ну-ка сюда, давайте. Развернулись. Бандиты. Направо встали. Значит, все за столами не поместитесь. Ну как наподобие, знаете, что такое выражать шведский стол, да? Не надо там вот, там много напитков, много яблок. Понимаете, сейчас вот как ураган, не надо проноситься, все сметать. Красиво зайдете, всем все хватит. Ага. Кому это присядете, кто с родителями. Специально подготовлена концертная программа. Это все, понимаете, должно у нас пройти культурно. Группа «Контейнер» будет выступать. Вежливо и красиво. Все меня поняли? И не надо накидываться на столы, как будто едите первый раз за 2 месяца. Так и есть. Напитков, яблок, конфет, печений. Хватит еще с остатком. Вы меня поняли? Ты сам посмотри на себя, у тебя пузо вон огромное какое, а они стоят дохлые все. Не надо, говорит, накидываться.
Они бы с тебя шашлык бы Так, сделали. все, налево. Дай им волю. Мамки вон с сумками идут. Мы с вами живем в удивительное время. Мы входим в 3-е тысячелетие. И я желаю вам, это чтобы еще вы вошли в это тысячелетие до 2000-го. добрее, честнее, справедливее. Здоровья вам, удачи и скорейшего возвращения домой. Им пофиг, они точат вон, хавают. Дюшес и яблоки. Для чего преступника посадили в колонию? В колонию его посадили для того, чтобы он отбыл свой срок. Он совершил преступное деяние. Он где-то ошибся в жизни. Он наказан уже. Суд его наказал. И мы не имеем права ему каждый день говорить, что он зэк, он заключенный. Мы должны использовать формы и методы те, которые не смогли им родители дать. В каком плане? Вот я вам и сказал. Педагогический, психологический, культурно-массовый. Все это сплачивает, роднит коллектив. В колонии. Только на деле все происходит по-другому. Система не исправительная, а карательная. Просто ты там отбываешь свой срок, никто тобой не занимается. Здесь очень хороший порядок. Все ребята такие веселые, здоровые. Да, вон сидят, смотри, какие веселые, здоровые. Амбалы просто, смеющиеся. В организации, конечно, принимает администрация. Мы хотим поблагодарить их за участие, за их теплое отношение к нашим детям. Это что такое? Это что, Баста Раймс? Ладно, я понял, короче, все. Там концерт какой-то по заявкам радиослушателей, культурная программа началась. Давайте на этой ноте закончим просмотр первой части, потому что вторая не уместится, не буду я делать ролик на 50 минут. Вот. Давайте обратную связь, пишите комментарии, лайки, дизлайки, подписка. Ну и все в этом духе. Давайте обязательно, особенно если вы ждете продолжения. Мне важно знать, ждете вы его или нет. Да уж. Фильм этот полегче, чем, конечно, первая часть, но тоже все равно. Зэки, тюрьмы, это все, конечно, ужасно. Поэтому, ребят, берегите себя, не занимайтесь фигней, не попадайте в нехорошие ситуации. А с вами был Миша Выплюшка. Давайте, увидимся.